ВСУ ударили по военной технике НАТО. Жесткое унижение и уничтожение. Командиры Альянса говорят о провале. Что произошло? На Западе заговорили о поражении и победе. Обращение к россиянам и украинцам с Мюнхенской конференции по безопасности. Кого призвали не выпускать оружие из рук? Поляки готовы ликвидировать солдат РФ. Громкий шаг Варшавы. Новые правила для тех, кто хочет или уже побывал на фронте. Детали. Выход США из переговоров. Трамп обратился к Зеленскому после его резонансного интервью. Какими словами решил подогнать Банковую и каковы последствия? Нехватка денег. Озвучены данные, как много россиян вынуждены тратить жизнь на несколько работ. Немцы и французы против политиков. Жесткая перепалка между Мерцем и Захаровой. И заявление ученых. Что можно узнать о настроении женщин и мужчин по их странной прическе и токсичному цвету волос? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас, если не сложно, лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Поляки готовы ликвидировать солдат РФ. Сейм Польши принял резонансный закон. Поляков, воевавших на стороне Украины, освобождают от уголовной ответственности. Более того, их боевой опыт разрешат использовать в системе военного управления. Документ, подготовленный депутатами гражданской коалиции, лидером которой является польский премьер Туск, прямо подчеркивает, это не призыв ехать на войну, а лишь гарантия, что против таких добровольцев не будут возбуждать дела. Как сообщают польские СМИ, под амнистию попадают нарушения вроде вступления в ряды ВСУ без разрешения властей или вербовки в украинскую армию. Она действует задним числом с 24 февраля 2022 года и до конца 2026 и распространяется исключительно на службу в вооруженных силах Украины. Наемничество по-прежнему остается вне закона. Вернувшиеся с войны польские добровольцы обязаны сразу подать секретную декларацию министру обороны о своей службе под угрозой уголовной ответственности за ложь. Теперь закон уходит на следующий этап, его будет рассматривать Сенат, а последнее слово подписать амнистию или нет традиционно за президентом страны Навроцким. Благодаря этому закону польские добровольцы, отправившиеся воевать на стороне Украины, прощаются и освобождаются от ответственности за свои преступления и правонарушения, включая службу в иностранной армии и вербовку в вооруженные силы Украины граждан Польши или иностранцев, проживающих на территории Республики Польша. Европа дрогнула. Граждане двух ключевых стран ЕС, Франции и Германии, не готовы отправлять свои войска в Украину даже ради обеспечения мира. Об этом говорят результаты нового опроса «Политика». И это может стать критическим ударом по любому будущему соглашению. В Германии 53% опрошенных выступают против отправки миротворцев. Это большинство. Четкое и однозначное. Во Франции 43% против размещения войск в Украине, и лишь 33% поддерживают такую инициативу. Респонденты в Германии и Франции с большей вероятностью предпочитают не направлять свои вооруженные силы в Украину, даже если это означает риск для мира в регионе. Это цитата, пишет издание. Политика уточняет, что результаты также ставят под сомнение жизнеспособность любого будущего мирного соглашения на фоне ослабевающего интереса США к Украине и европейской безопасности. Опубликованы результаты и касательно позиции американцев. В США 43% респондентов считают, что американские войска не должны направляться в Украину вне зависимости от возможного негативного влияния на региональный мир, тогда как 37% поддерживают отправку миротворцев. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска направляться в Украину не будут. Запад ждет Третью мировую, но платить за подготовку не готов. Об этом также говорят результаты опроса издания. Большинство жителей США, Канады, Великобритании, Германии и Франции считают, что Третья мировая война в ближайшие 5 лет скорее вероятна, чем нет. Но на этом фоне опять холодный душ для политиков. Да, большинство граждан в целом поддерживает увеличение оборонных расходов, однако поддержка резко падает, когда речь заходит о реальной цене, то есть повышении налогов, росте госдолга или сокращении других статей бюджета. И главные угрозы для всех разные. Для одних это Россия, для других – США. По меньшей мере, каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады считает вероятным или очень вероятным применение ядерного оружия в войне в ближайшие 5 лет. Россия воспринимается как главная угроза миру в Европе, в то время как канадцы видят в Америке Трампа наибольшую опасность для безопасности. Во Франции, Германии и Великобритании второй по значимости угрозой называют США. Их упоминают гораздо чаще, чем Китай.
Тысячи раненых, худший сценарий. Минобороны Нидерландов объявила о срочных инвестициях в новые радары для Северного моря, тяжелые бронеэвакуаторы и санитарные поезда. Страна готовится к войне. Госсекретарь оборонного ведомства Гейс Тейнман уже уведомил об этом парламент страны. Зоной повышенной угрозы военные Нидерландов считают Северное море. Там сосредоточена критическая инфраструктура от газовых платформ до кабелей связи. Военные признают, что сейчас плохо видят темные суда с отключенными транспондерами. Новые радары должны отслеживать даже малые цели и дроны. Параллельно армия усиливает подготовку к масштабному конфликту. Закупаются немецкие бронемашины Визен-2 и для эвакуации поврежденной техники и прямо под огнем. И еще один тревожный сигнал – это санитарные поезда. Их закупают на случай массовой эвакуации раненых на большие расстояния в условиях крупной войны. В случае крупного конфликта ожидается большое число раненых, поэтому нужны дополнительные средства, способные перевозить многих одновременно. Для этого будут закуплены нидерландские поезда, а их переоборудование проведут внутри страны. США готовы выйти из переговоров и бросить Украину и Россию. Об этом говорится в материале New York Times. Издание пишет, что Зеленский под прессингом. Трамп, усиливая давление на Киев, требуя уступок Москве и добиваясь прекращения войны в ближайшие месяцы. На закрытых переговорах Вашингтон прямо ставит вопрос о компромиссах по территории и настаивает на проведении выборов до 15 мая, угрожая выйти из переговоров, если Киев не согласится. При этом гарантий безопасности, на которых настаивает Украина, перед любыми уступками по-прежнему нет. И именно это превращает переговоры в игру под жестким внешним прессингом, говорится в материале. Неясно, какие шаги готов предпринять Вашингтон, если не получит от Украины желаемых уступок по вопросам территории и выборов. Президент Трамп ясно дал понять, что хочет иметь возможность заявить о завершении войны, как о своей заслуге. И другие сроки, установленные его администрацией, уже проходили без заметных последствий. Большое российское наступление может ждать Украину уже этой весной, то есть фактически отчет пойдет через пару недель. А Трамп тем временем подтверждает информацию издания. Вчера он вышел с обращением к Зеленскому. Киеву необходимо поторопиться, заявил американский президент. Зеленскому придется действовать. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. Иначе он упустит отличную возможность. Ему нужно действовать. Действовать стороны собираются уже на следующей неделе, 17-18 февраля. В Женеве, как вы знаете, пройдет новый раунд переговоров между США, Россией и Украиной. Состав делегации несколько изменен. Украина отправляет Умерова, Буданова, Андрея Гнатова, Давида Арахамию, который, по данным западных СМИ, нравился российской стороне, а также Сергея Кислицу и Вадима Скибицкого. От России вновь едет Мединский, заменив при этом руководителя военной разведки Игоря Костюкова. Рейтер напоминает, что Мединского ранее критиковал украинская делегация за лекции по истории. Возвращение Мединского, который возглавлял российскую делегацию на предыдущих переговорах в Турции в 2022 году и вновь в прошлом году, может свидетельствовать о том, что Россия ожидает смещения фокуса с вопросов безопасности на более широкие разногласия между сторонами конфликта. И перед новым раундом переговоров США делают неожиданный шаг. МИД Украины заявляет, Вашингтон готов поставить подпись под гарантиями безопасности для Киева. По словам Андрея Сибиги, Украина получила от США информацию о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Речь идет именно о юридически обязательных гарантиях, а не о заверениях, впервые в истории Украины. Проект двусторонних гарантий практически готов. На Западе заговорили о поражении Путина и победе Украины. Заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала накануне и продлится несколько дней. Автор слов о провале России – президент соседней с Россией страны Финляндии. Обращение к россиянам и украинцам звучит так. Одни не добились того, чего хотел Путин, другие, то есть украинцы, должны продолжать борьбу для того, чтобы победить в войне. Я не собираюсь давать вам советы, но считаю, что вы выигрываете эту войну. И вот почему. Путин стратегически проиграл. Он хотел сделать Украину российской, она стала европейской. Он хотел предотвратить расширение НАТО, получил Финляндию и Швецию. Он хотел удержать наши оборонные расходы на низком уровне. Теперь они растут до 5%. Рютте, как и Стуб, также в своих речах уделил внимание продвижению России на фронте. Оба заявляют о медленном наступлении. Рютте сравнил российскую армию не с медведем, а с улиткой. Русские изо дня в день несут ошеломляющие потери. 35 тысяч погибших в декабре и 30 тысяч в январе. Поэтому, когда русские хотят, чтобы их представляли как могучего медведя, можно возразить, что они передвигаются по Украине со скоростью садовой улитки. И давайте не будем забывать об этом. Давайте не попадемся в ловушку российской пропаганды.
Большой и очень цитируемой стала и речь Мерца на этой конференции. Немецкий канцлер заявил, что международный порядок, основанный на правилах, фактически разрушен, и Европа вернулась в мир жесткого соперничества великих держав. Главную угрозу он видит в агрессивном ревизионизме России, это цитата, одновременно предупреждая о растущих глобальных амбициях Китая. В ответ Германия намерена вложить сотни миллиардов евро в оборону и сделать Бундесвер сильнейшей обычной армией Европы, заявил Мерц. Кроме того, резюмировал, Запад нанес удар по России. Мы поддерживаем Украину в ее сопротивлении российскому империализму военным, дипломатическим, политическим и экономическим путем. Уже год Германия и Европа играют ведущую роль. Мы нанесли Москве беспрецедентные потери и издержки. И если Россия согласится на мир, это будет в том числе из-за этого. На слова Мерца уже отреагировал российский МИД. Захарова заявила, что международного порядка, основанного на правилах, нет последние 19 лет, уточнив, что был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве. Потом натовцы его начали ломать, кстати, не без активной помощи Берлина. Обещали построить взамен миропорядок, основанный на правилах. Но их даже не удосужились сформулировать. Теперь раздали новые методички и выпустили говорящие головы их зачитывать. Неужели не противно выглядеть как Мерц? ВСУ ударили по военной технике НАТО, разбито 2 батальона, и все это за один день. Украинские дроноводы показали провал военных альянса. Те ни к чему не готовы. На масштабных учениях Хетгехок в Эстонии более 16 тысяч военных из 12 стран Альянса столкнулись с тем, что называют «войной будущего», и оказалось, что будет провал. Украинские военные выступали в роли противника и развернули против сил НАТО плотную атаку беспилотников на перегруженном поле боя. Одна группа из примерно 10 украинцев условно уничтожила 17 единиц бронетехники и нанесла 30 ударов по другим целям всего за полдня. Другое подразделение, задействовав более 30 дронов на участке менее 10 квадратных километров, фактически вывела из строя 2 батальона. Силы НАТО после этого не могли продолжать условный бой. Это была полная модель учений, имитация высокоинтенсивной войны с массовым применением дронов. Но выводы оказались реальными. Поле боя стало полностью прозрачным, спрятаться невозможно, а традиционная тактика НАТО не выдерживает удара. Даже один из командиров после наблюдения за этими маневрами не подбирал выражений, уверяют автор материала из Wall Street Journal. Несколько источников рассказали историю одного командира, который наблюдал за учениями и заключил: «Мы в заднице». Я спросила полковника Пробала из Эстонии об этой реакции. Он сказал, что одной из целей учений было помочь участникам больше думать, быть критичными к себе, убедиться, что они не расслабляются в том, что делают сейчас. Удалось ли это? С моей точки зрения, миссия выполнена. Резкое решение России – новые правила для трудовых мигрантов. Но не всех, а только тех, у кого есть паспорт гражданина Таджикистана. Российское правительство одобрило соглашение с этой страной. В документе сказано, что таджики, которые собираются на заработки в Россию, могут пройти медосмотр на родине, а не в России. Как пишет Moscow Times, освидетельствование трудовых мигрантов из республики будет проводиться в специальном пункте на территории одной из медицинских организаций в Душанбе. Данное соглашение должна ратифицировать Госдума. Отмечу, ранее Путин заявлял, что в России работает более 1 миллиона граждан Таджикистана. У экспертов другое мнение, они советуют умножить эту цифру на 2. В России таджики в основном заняты в таких крупных отраслях, как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и логистика. Как отмечается в пояснительной записке, вступление документа в силу будет способствовать развитию отношений между странами и обеспечит правовую основу для медосвидетельствования трудовых мигрантов из Таджикистана. В России страхуются от бедности. Каждый 3-й россиянин скрывает вторую работу от начальства, полноценную подработку или проектную занятость, сообщает Forbes. Таким образом, 75% жителей России совмещают сразу несколько работ. Главная причина – совместительство – нехватка денег. Зарплаты с основной работы не хватает на жизнь, говорит почти половина опрошенных. Еще 40% россиян считают подработку финансовой подушкой, и лишь 20% респондентов заявляют, что пробуют себя в новой занятости. Ради интереса, но без риска потерять основную работу. Вторая работа уже не временная мера, а инструмент защиты от рисков, отмечают эксперты рынка. Люди разбрасывают источники дохода, чтобы не зависеть от одного работодателя и отрасли. При этом только 36% совместителей уведомляют работодателя, столько же скрывают, а 16% россиян предполагают, что их начальство на основной работе, скорее всего, догадывается о наличии халтур.
Большинство компаний, 53%, знают о практике совместительства сотрудников, 67% руководителей относятся к ней спокойно, если она не влияет на результаты, и всего 2% запрещают подработку под угрозой увольнения, отметила организация. И напоследок, как всегда, не о политике, а о том, как считать настроение женщины или мужчины по цвету волос. Ученые проанализировали данные более 13 тысяч взрослых, используя крупномасштабные опросы и профили, чтобы выяснить, связан ли цвет волос с психическим здоровьем человека. Исследователи сравнивали людей, которые красили волосы в неестественные цвета, например, голубой, зеленый, розовый или фиолетовый, с теми, кто этого не делал. После корректировки на возраст, пол, семейное положение, политические взгляды, диету и образ жизни выяснилось, что окрашивание волос в неестественные цвета связано с более высокими показателями депрессии и психической нестабильности. Авторы подчеркнули, что это корреляция, а не причинно-следственная связь. Неестественный цвет волос может выступать как маркер поведения, отражающий скрытые психологические состояния, а не быть прямой причиной депрессии. Данные собирались из профилей знакомств, связанных с реальными именами людей. Поскольку люди могут отвечать на такие вопросы менее честно, чем в типичном анонимном психологическом опросе, это может повлиять на результаты. Однако предыдущие исследования с использованием того же набора данных не обнаружили значительных искажений. Друзья, вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку. Не забудьте поставить лайк. Хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.